Я прошу вас несколько слов сказать о предстоящем спектакле. Ну что же. Ми вирішили нашу сатиру поставити на історично-наукову основу. Да. Простите, я не совсем поняла. Ну, согласитесь, вам приходилось сталкиваться с проявлениями хамства, шкурничества, пошлости? К сожалению, и с другими пережитками прошлого. Правильно, прошлого. От і виходить, що кожне наше сьогоднішнє зло має свій історичний корінь. Как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Правильно. И чтобы лучше бороться с пережитками сегодня, надо хорошенько изучить, как они зарождались в прошлом. От ми й відправляємось в науково-історичну, сатиричну експедицію. В прошлое. Поехали? Поехали. Полный вперед! Ні, точніше, повний назад. Ребята первобытные, мы в пещерах родились. Для чего же у нас завидная, увлекательная жизнь? Мы тропинки ищем верные и не киснем под дождем. Мы костры разводим первые, песни первые поем. А вы на мамонта ходили? Нет? Ну так мы для вас зарыли скелет. Откопайте, удивитесь. Мама! Это самый настоящий мамонт. А кабани, изумитесь, мама! А это самый настоящий мамонт. А вы на мамонта ходили? Нет? Ну так мы для вас зарыли скелет. Откопайте, удивитесь. Мама! Это самый настоящий мамонт. А кабани, изумитесь, мама! Що це за бедлам, я вас питаю? Не для того я студентів пускаю на квартиру, щоб ви мені тут джазові фестивалі розводили. Ану, бітли, патли, забирайте свої бринчалки і дуйте звідсіля. Хуліган! Дружинників на вас не вистачає, понімаєте, тринди-бринди розводити. А тебе що, це не касається, а? Штемселёв! Сколько лет! Сколько Ты до меня не приходишь. Честно тебе признаюсь, адрес забыл. Помню только Мамонтов тупик. 33. Жилкооператив «Шкурник». Все-таки я тебя нашел. Заходь до мене в барлогу. Ова! Подобається? Здорово Ти ж устроился. думав, поняв. А это что? Ти залазь у тапочки. У мене всі гості залазять у тапочки. Модные? На платформе. Отак ми й живемо. Печера у нас трьохкімнатна, нас з жінкою двоє, так що у нас простор. От я тебе скажу. Не сідай, то імпортний гарнітур, туди не можна. Отут у мене спальня. А, спальня. Не ходи, там персидський мох, ти його помнеш. Оце в мене кабінет. Ну, кабинета я посмотрю. Я його покрив польським лаком, сам не хожу, нікого не пускаю.
А это темное, это что, у тебя кладовочка? Це в мене каменний угол. Какой угол? Студентам здаю. По 7 шкур деру. Беру за проживання. А это что? Це балкон. Можно выйти посмотреть? Не можна, у мене там Діночка проживає. Тоже студентка? Дінозавриха. На балконе? Хочеш, я тобі її покажу? А ну покажи. Діна, Діночка, ой, ти красотулечка, ну як тобі? Подобається, а? А, ничего. На свинью похоже. Що? Ти свинота необразована. Заколю тебе на Новий год, заколю. А это что у тебя такой оригинальный наскальный рисунок? Кружочки эти все. Ні, це в мене план мінних заграждень. Каких милых заграждений? У мене сад чудесний. Яблуки, груші, вишні, сливи. Щоб пацани не крали, так я міни порозставляв. Ты что? Дети могут подорваться? Так у мене ж нема дітей. Тогда зачем тебе столько фруктов? Жінка носить у сусіднє стойбище і міняє їх на папоротник. А это зачем? А з папоротниками вже самогон гоним. Чудесна епоха. Самогон уже є, а міліції ще немає. А это что за стук такой? Це в мене склочник унизу живе. Зараз припреться. О, будь ласка. Извините, Да. простите, но с вашего балкона опять, простите, льется ваша Диночка. Звідки ти взяв, що то Діна? Яка Діночка? Може, то дощик капає і все. Простите, на небе не облачко, никакого дождя нет, убедитесь сами. Ну, допустим, що то Діночка. Ну, нехай Діночка. Ну, так що таке? 20 минуток покапало і все, понімаєте. А він вже скандал учиняє, неначе всемирний потоп починається. Да на балконе действительно потоп, дети могут утонуть. Учи дітей плавати. Ясно? А ну, дуй звідсіля, прямуєш. Розстроїв мені Діночку. На, моя любонька, попий водички. Заспокійся, моя хороша. Ото, ото, Штепсель, ти їсти хочеш? Ты что, ты соображаешь, чем ты меня кормить собираешься? Та це ж не їда, це вода. Я тебе так взагалі питаю, хочеш ти їсти, чи ти не хочеш їсти? Ну, если вообще, я тебе тогда признаюсь, я сегодня еще и не завтракал. Так что, дорогой... Жаль, що ти не снідав, а я вже пообідав. До вечері ти ж не останешся. Да нет, я собирался у тебя остаться. На весь день? Недельки на 2, на 3. Ти що, своєї печери не маєш? Ну, ты же знаешь, у нас было переселение, моя пещера разрушилась, я к тебе, ведь мы же друзья. Від друзі. А ты что ты заикаешься? Від великої радості. А, ну ты же знаешь, я человек скромный, мне переночевать было бы где? Де переночувати? Де? Ми ж самі не спимо у спальні, щоб диван-колоду не продавити. Ты что, какая там спальня? Я могу спать где-нибудь на кухне. А на кухні там уже лежить. Кто? Вобла, сушиться. А в кабинете? Можно. Ну вот и весь вопрос. Я говорю, можна було б, якби б там не ночували родичі моєї жінки. А ты говорил, вы только вдвоем живете? У базарні дні приїжджають. Значит, я к тому времени выберусь. Ну вот и все. Тільки що тобі швендять? Туди, сюди, сюди, туди. Ти вже зразу сьогодні і вибирайся з Богом. Отак. Ну что же, спасибо за гостеприимство. Будь здоров, дружок. Штеф, ну що ж ти так зразу взяв і пішов? А как прикажешь еще? Тапочки постав на місце. Ах, тапочки, на тебе твои тапочки. Жаль мені тебе дуже, та нічого не зробиш. А мне тебя жаль. Чого? Трудно тебе будет со всем этим расставаться. Не розумію. Как ты разве не знаешь? Ні. Твоя пещера должна пойти на снос. Ти жартуєш. Да нет, не до шуток. После переселения наше озеро ушло под землю. Все племя осталось без воды.
А моя печера с краю, я ничего не знаю. Так именно с этого края легче всего пустить воду в долину, через эту пещеру из твоего источника. А чого це моя вода піде до тебе? Ти приходь по мою воду, і все. Этот вопрос решен. А я буду жалуватися. Да ты чего шумишь? Тебе ж предоставят другую пещеру. Трьохкімнатну. Это что, трехкомнатную? Вашей женой только двое? А родичі? Они живут временно. А прописані постійно. Ну, не знаю, может, дадут трехкомнатную, мне-то что? А мені 4 положено. Я, жінка, родичі, діти. У тебя нет детей. Дадуть 4 кімнати, заведу дітей. Это что? А, це хтось на моїх бідах підірвався. Будуть знати, як красти яблуки. Що? Не може бути. Что? Мою жінку розірвало. Все пропало. Так бежим туда, может, можно чем-нибудь помочь. Нічим не поможеш. Мені одному без жінки 3 кімнати не дадуть. Эх ты, шкурник. Мое, мне. Тебе не знакомы слова «наше», «общее». Ты думаешь, что в наживе счастье? Осталось спишь на полу, чтобы не попортить импортную мебель. Это ты изобрел забор, замок, сундук, кубышку. Ты готов рвать у труженика, который тебя кормит и одевает, у учителя, который тебя учит, у врача, который тебя лечит. Да ты не поможешь даже матери, которая тебя родила, потому что ты бесполезная ископаемая. Стій, Штепсель, ти мені розкрив очі. Я ж без тебе сам до цього б ніколи не дійшов. А вони без тебе можуть воду пустити через мою печеру. Да нет, том-то и дело, что нет, это я придумал. Ти придумав? Да. Ой, молодець. І мене ти перевиховав. Спасибі тобі за критику. Я вже знаю, що робити. Діночку в зоопарк, студенти у гуртожиток. Ну, правильно. А свій проект ти їм уже отдав? Да нет, он при мне, я ведь о нем дни и ночи думаю. Ночі, так Люди ти ж без не воды. спиш по ночам. Бывает, не Поспать. Да не тобі хочу я Та спать. лягти Я спи. укладываюсь, Спать. совсем Та не зніми хочу ж свою спать. кепочку, а Не я хочу тебе совсем укрию. Зараз без нього штамповочку зробимо. Хотів, щоб я без води остався, а? А від самого так мокрого місця не останеться. Ну, що тут із нього вийшло, а? Здорово получився, а? Штепсель в тигровій шкурі. Устали? Не так заморився, як противно. Не дуже приємно побувати в шкурі шкурника. В какую следующую шкуру вы собираетесь одеться? Не в шкуру, а в залізо. А ще точніше в лати. Бо відправляємось ми в середні віка. В рыцарские времена. У каждого века баллада своя, дели, бомбом, дели. В лесу комфортабельный замок стоял, дели, бомбом, дели. Прекрасная дама, юна и мила, дели, бомбом, дели. В том замке, согласно прописке, жила. Дели, бомбом, дели. Но ночью и днем тосковала она, дели, бомбом, дели. Поскольку жила в этом замке одна, дели, бомбом, дели. Доказано точно, что в средних веках Дели, бомбом, дели. большая нехватка была в женихах. Дели, бомбом, дели. Но как-то рога затрубили вдали. Два рыцаря славных в тот замок пришли. Уж первый коня привязал под горой,
Барон фон дер Штепсель, отважный герой. Второй был пес рыцарь, известный вокруг. Далдон фон Хамыдло, Тара де Туру. Тара де Туру, Туру де Тара. Ти, печериця стара, якщо ти читати не вмієш, так іди на пенсію. Всій гоп-компанії бонжур. Бонжур. Прекрасная дама в твоих влюблена. Дилинь-бам-бам, дилинь. Железные парни, шепнула она. Дилинь-бам-бам, дилинь. Сраженный красою фон Штепсель упал. Ты яркое солнце, ты мой идеал. Я страстью пылаю, любовью горю. Красную розочку, да я тебе дарю. Как он благороден, какой он герой. А что, интересно, мне скажет второй? А я без півлітри в гості не ходю. Джентльменський набор. Хлопці, у вас стакани є, а? Нема? А у баби? Чого вона гикає? Що на неї? Гикавка напала чи що? Ти, дударик, з горла п'єш, а? Не п'єш. А баба? Що вона, припадочна чи що? Какая грубость! Баба, бабы! То как посмел ты с полом слабым вести себя столь неприлично и обратиться тут, публично, такими грубыми словами к сей неземной, прекрасной бабе! Да-да, даме! Теж перепунькав. А кто из вас сказать мне может, что в мире вам всего дороже? Мое призвание прекрасно служить добру, мой идеал. Повсюду пленников несчастных я от цепей освобождал. Здоровьем рисковал не раз и цепи рвал во имя вас. А ты что можешь мне сказать? Я теж умію цепі рвать. Сражались герои не час и не два. Дилинь-мом-мом, дилинь, дилинь-мом-мом, дилинь. И хам храбреца не прикончил едва. Дилинь-мом-мом, дилинь-мом-мом, дилинь. Но участь сражения была решена. Фон Штепселя мужем избрала она. О, рыцарь, ты воюешь смело. Это мое святое дело. Владением правишь ты умело. Это мое святое дело. А ты, Далдон, неблагородный, не накормил, детей голодных не защитил, больных и хилых. Це не моє собаче діло. Подобных псов пора намыло. Це не твоє собаче діло. Схватить его, на цепь в тюрьму, нет голову, срубить ему. Ну! Культурнее, я говорю, понимаете. Голову мне ще будут рубать.
убить с сомнением назло. Приди желанный миг зарплаты, расплаты. А может в том, что он хамло, семья и школа виноваты? О, как он жалок и ничтожен, вздохнем и все его убив. Но казнь его пятно наложит на наш здоровый коллектив. Нет, станет гроб его постелью. Но я терзаюсь от печали, ведь мы парня проглядели и недоперевоспитали. Быть может, вспомнив жизнь собачью, он мучится сейчас и плачет, и корчится в предсмертном страхе. О, небо! Он уснул на плахе. Грешно несчастного убить, когда он весь во власти грез. Будить или не будить? Вот в чем вопрос. Все, прочь ненужные сомнения. Как мог, подавший злым страстям, чуть не содеять преступление? Убийца я, палач и хам. О, дорогая, ради свадьбы, что если пса не убивать бы? Соединив сердца и руки, возьмем Далдона на поруки. Какое сердце у тебя! Прощу его, тебя любя. Вставай, вставай! Свершилось чудо! А де у вас здають посуду? Злодея казнить не решились, и вот делинь, бом-бом, делинь. Отправилось хамство в крестовый поход, делинь, бом-бом, делинь. Быть может, дошло и до ваших времен. Делинь, бом-бом, делинь. Баллада окончена. А хамство, пардон. А я вам приготовила кофе. Благодарю. И я пью чай. Собственный. Скажите, пожалуйста. За кофе спасибо, а вот говорить некогда. Слышите? Сигнал. А что это? Сигнал начала. Следующая сцена. 20 века. Бурное развитие науки, техники. Но мы уже говорили, что нас интересует не столько прогресс, Скільки все, що мішає прогресу. и не развитие культуры, А народження халтури. не создание первого фильма, А появлення першого пошляка.
господа, закончился наш дивертисмент. А сейчас сенсация века, чудо техники, изобретение братьев Люмьер, синематограф, иллюзион. С разрешения господина губернатора русский филиал французской фирмы Пате показывает почтеннейшей публике новую художественную фильму в сопровождении музыки господина Драгомышского «Бедный жених и богатая невеста». Гасите свет, мы начинаем! Белиберда! Настоящая белиберда! Это дело у нас не пройдет! Простите, да как вы смеете так говорить? Я все смію, я не тільки говорить, я й написать знаю, куди про тебе можна. А, собственно говоря, кто вы такой? Я почтеннейшая публика. Я той, що тобі плачу. Так що ти мені крути фільми хороші, або давай назад гроші. Скажите, что вы считаете хорошим? Он там через дорогу від твого ілюзіона стоїть балаган. Да. Так там же за п'ятак голу русалку показують. Это ж є на що подивитися, понимаете. Зверху дівчина, а знизу осетрина. Русалка – это грязное надувательство, это шарлатанство. А наш синематограф сам граф Толстой одобрил. Я не граф і не Толстой. Я чоловік простой. Ти мені покажи на екрані розкішне життя. Дай мені шаленні страсті і жагучу любов. Так у нас и так про любовь. Бедный чиновник. Не треба мені чиновника, ти мені давай полюбовника. Що ти мені тут показуєш, мальбруха якогось? Ти мені мальбрухшу покажи. Ну как же может быть вместо чиновника любовник, вместо мальбрука мальбрухша? Ти давай все, що я тобі кажу. Ясно? Крути, Гаврило. Ну давайте все сначала. Меняй эту вывеску и все. Любовь волнует кровь, вот это пойдете. Он был популярный любовник. Годится? Годится. Моргай, а? Она генеральшей была. Так как вы тоже пойдете. А вот и сам Мальбрук. А ты запускай любовника. Как это при мальбруке? Мальбрука відправляй. Куда? На войну. Мальбрук в поход собрался. Бери свою шляпу, сідай собі верхи і дуй. Будь здоров і не кашляй. Бідова дамочка, мужа провела, любовника зустріла. Не-не. Он робко в любви объяснился. Ничего себе робко, аж дым шел. Целуй еще раз огнем, чтобы искры сыпались. Так, она прогнала его прочь. Кто прогнал? Стой!
Останови кіно. Останови. Давай назад, Мальбруха. Так он уехал на войну. А поки вони цілувалися, війна кончилась. Нехай він у двері грюкає. Но кино пока не мое. А ти напиши. Пишу. Грю. Очманив хлопець, а? Муж. Ото засвітився. У шапку. Вернувся вояка. Ну, що ти там привіз, покажи. Все ясно. Мальбрук припер ковер. А що в тому коврі? Розкручуй, ну. Так. Нічого нема, так діло не пойде. Не, останови кіно. Остановил. А де Зулейка? Какая еще Зулейка? Мальбрук на війні любовницю завів собі. Зулейка зовут. А ну покажи мені Зулейку. Хлопці, скручуй назад ковер. Все пойде по новій. Приїхав Мальбрук, жінку поставив в сторону, а там нехай вона стоїть. І щоб не підглядала, дивись, а сам пішов і достав Зулейку. Ой, ти красотулечка. У шаху. Там їм весело буде, а жінка до столу просить, як ні в чому не бувало, да? Що там таке? Тухельку Зулейка загубила. Що ти скажеш? Сюрприз, каже. Ти дивись, викручується, а? Викрутився. А це сигару-любовник забув, ховай, поки не пізно. За пазуху, правильно. А вона димить, проклята. А вона димить, проклята сигара. Я все говорю, не пойму, чого. І заливає шампанським. Так. Брись оце, да переб'єшся безхарчово. Потанцюємо, каже, щоб жінка пішла за столу, а сам захарчить і до любовниці. Жінка пластинки ставить, муж любовницю годує. Все нормально в домі у Мальбрука. Танці. А про харчі не забуває, а? І вона теж. Він годує свою любовницю, а вона свого любовника. Обоє рябоє. Яблучки взяв, бутилку бери. Ну-ну. Так. Перепились у шафі. Що твориться в домі у Мальбрука? А вони розкладаються, ручки цілують. Джентльмени. Стой. Что такое? Что такое? Ага, это все? Что значит все? Ну вот так все. Сеанс окончен. Этот номер у нас не пройдет. Это еще почему? Мало любові показав. Как? Еще мало? Ти мені дай таку гарячу любов, щоб у мене у грудях шкварчало. Давайте страсти. Вот Газан, страстный любовник Зулейки, на тайне от Мальбрука, привезла его с собой в сундуке. Годиться імпортний хлопець. Настала ніч. І Мальбручка випорхнула, як білий метелик уночі, не? Ховайся от туди. А сам пробирається до Зулейки. Так. А Мальбрук що на перехваті стоїть. Попався голубчик, не? І Мальбрука виперла. Стук, Зулейка. А там жінка, на тобі Зулейка. Волоцюга старий, щоб не волочився. А ця змія підколотна заманює Мальбрука. А Мальбрук заманюється, піймав її за косу. Ну покажи ж і нам свою любовницю Зулейку, покажи. Да смешил, ай, тобі вік. А что же, я надеюсь, теперь почтеннейшая публика удовлетворена и денег требовать назад не станет? Що я тобі скажу? Як твоя фільма називається? Любовь волнует кровь. Значить так, любові досить, крові мало. Малокровна фільма.
Ти мені дай все це, що ми от бачили, з кров'ю. Щоб один одного рубав, різав, колов, вішав, щоб кров з екрана лилась рікою. Ну давайте з кров'ю. Хлопці, досить цілуватись, будемо вбивати один одного. Так. Так, дай йому як треба, а ти рубай пополам. Хто кого? Тореадор. Оп! Браво, Торо! Браво, бравісімо! Добить його треба. А ну попади. Попав. А тепер тікай, а то достанеться тобі на горіхи. Ну, а ти доганяй. Опа! Наколов, як жука напував. Поцілуночки. А Гасан по голові Мальбрук, а Мальбрук йому на голову. От так, от, браво, молодець, Мальбрук, Сашку бери. Гасан з переляку маятник схватив, ну? І пішла дуель, хто кого, ну? Так, Мальбруку не везет Мальбрук. Гасан підхватив Сашку, буде колоть Мальбрука, ну? Так, а Мальбрук без голови, ви таке бачили, а? А голова без Мальбрука, ви таке чули? У глаз йому насправді, пиляй, а він невловимий Мальбрук, як ні в чому не бувало, вискочив, достав спинку, подивився вона гостро, прицілився, ну, Пардон. У глаз йому, не в той глаз. Пуля дура, штик молодець, ну. І штиком не взяв, ну? Всі шишки на бідного Макара. Альтірерію давай, пушку на редут, розворачуй її на редуті, ну. Ціляй, добре, хлопці, ціляй. Огонь! Ти дивись, а ну ще раз пойди. Огонь! Владислав Третяк. Шайбу! Третий раз, давай, огонь! Это дело у нас не пойдет. Стой! Куда вы? На экран! Зачем на экран? Я тут наведу порядки. Эх вы, вояки бездарні. Что это пошлое ушло в далекое прошлое. Не кажи. Я недавно бачив такий заграничний, стереофонічний, широкоекранний кошмар, що твоя фільма – це дитячі іграшки. Я тоже. Простите, вот мы здесь беседуем, а что на сцене? А на сцене наш родной 20 век. Ты обратил внимание, Тарабунька, что каждый век имел свое название. Вот был каменный век, бронзовый век, век пара. А як же ти називеш наш 20-й вік? Ну, 20 век можно назвать веком научно-технического прогресса. Сложнейшие автоматы, электронно-вычислительные машины, сверхзвуковые скорости. Ведь скоро из Киева во Владивосток можно будет долететь всего за 3 часа. Не успеешь выспаться, уже прилетел. Попробуй виспатись. Турбіни так гудуть, що спати не дадуть. Сейчас не до сна, все учатся. 20 век – век всеобщей грамотности.
Ведь у нас самая читающая страна в мире. Вы обратили внимание? Трамвай читают, троллейбусы читают, в парках, в метро читают. А на роботі як читають? Перервуться на обід і знову читають. А сколько пишут? Книги, журналы, газеты. Бумаги не хватает. От тому пишуть на деревах, пишуть на заборах. Я вже не кажу про ліфти. Там така ліфтература. У нас ведь каждый третий учится. 20 век – век гармоничного развития человека. Не только духовного, но и физического. Вот возьми моего сына. Он уже сейчас твоего роста, а еще продолжает расти. Якщо так далі піде, так я у твого сина буду за штепселя. А что тогда буду делать я? А ти підеш до сина Кіо работать ліліпутом. І чого вони так ростуть, наші діти? Спортом занимаются. 20 век – век спорта. Вот выйди утром на улицу, все бегут. На роботу спішать. А воскресенье? На базар. Это спортивный бег. Тренируются. Ніхто нікуди штепсель даремно не бігає. Пасажири біжать за тролейбусом, міліціонер за пасажирами, дівчата за хлопцями бігають. А старики от чего бегают? Од інфаркту. Фізкультура – то найкращі ліки. У мене є сусід, йому вже за 60. А він тільки недавно почав займатися гімнастикою йогів. 10 минут стояв на голові. И каков результат? 10-й місяць лежить у больниці. Почему? Ніяк його на ноги поставити не можуть. Потому что не посоветовался с врачами. Кстати, бегать надо тоже под наблюдением врачей. Особенно пожилым. И вообще необходимо, чтобы на каждой улице, на каждом углу были такие специальные медицинские пункты для бегунов. Забігаловки. Медицинские. Вот у нас в Киеве работает первый в Союзе институт геронтологии. Ну, где занимаются проблемами долголетия. Ми були в цьому інституті. Да. Ми там зустріли 100-річного киянина. Да-да, 100 лет. А мы его спрашиваем, скажите, а как вам удалось так хорошо сохраниться? Не пив, не курив, займався фізкультурою. Встречаем второго, ему 120. Не пив, не курив, фізкультурою займався. Встречаем третьего, совсем древнего, сгорбленный, еле ноги волочит. Ну, вы, конечно, не пьете. Пив і п'ю. Но не курите. Курив і куру. Ну, а физкультурой занимаетесь? Не займався, не займаюся, займатися не буду. Сколько же вам лет, дедушка? 35. Долгожителей у нас много. А вот с новорожденными... А что с новорожденными? Ну вот статистика сообщает, что у нас несколько снизилась рождаемость. Ой, багато знає твоя статистика. Знает. 20 век. Век статистики. Ну вот скажи, сколько детей было у твоего деда? 12. А у отца? 4. У тебя? 2. А у твоего сына? 1. Собачка. Ага. А надо, чтобы было так, как у нашего старшины Василя Голуба. 4 дочки и 4 сына. Помнишь нашего старшину? Как он воевал. А він і тепер воює. Где? В степу під Херсоном командує широким фронтом будівництва. А строительством командует. Недавно в Київ приїжджав. Отдыхать? Воювати. Не понимаю. Йому потрібні станки-автомати. Так. Він бомбить трес телеграмами, ніякого результату. Він виходить на зв'язок. Я голуб, прийом, прийом. А прийому нема. Почему? Неприйомний день. Він сідає на самоліт і прямо в Київ трест відкриває двері, автоматна очередь. Какая автоматная очередь? Очередь за станками-автоматами. Він на штурм нав'язав ближній бій, тому відступати нікуди. Акт підписано, повна капітуляція. И получил станки? Не зразу. Поки він воював, робочий день закінчився. Він пішов на склад, а кладовщик став на дорозі, як танк. Нікого не пропускає, нічого слухати не хоче. Василь пригадав, як він з танками боровся, і поборов. А что же он сделал? Кинув бутилку з горючим, і все було. Сразу видно,
Єдина фронтова школа. А всі наші друзі-фронтовики все своє життя на самих передовых позициях. Так что, если вы встречаете ветерана войны или ветерана труда, помните, это идет герой нашего времени, гордость 20 века. Звитяжного, бурхливого, неповторно прекрасного віку. По-моему, Юлия Пашковская играла прекрасную даму в рыцарских временах. Верно. И несмотря на то, что прошло несколько столетий, она ничуть не изменилась. Знаете почему? Почему? Потому что во все века она пела о любви. Влюбленные поют под вишнями и кленами. Влюбленные всегда поют, на то они влюбленные. И вторя соловью в России и в Японии, в Канаде и в любом краю поют сейчас влюбленные на разных языках. Они поют. Но перевод не нужен нам, понятно всем. Живозем покомче, I love you, это значит люблю. Влюбленные поют так солнечно и молодо. Влюбленные всегда поют о самом белом голубе. Горит заря в росе, звенят ручьи стозвонные, и тает снег на полюсе, когда поют влюбленные на разных языках. Они поют. Но перевод не нужен нам, понятно всем. Живозем кохамче, I love you, это значит люблю. Влюбленные поют под вишнями и кленами. Влюбленные всегда поют, на то они влюбленные. На север и на юг летят их песни вешние. Влюбленные всегда поют о верности и нежности на разных языках. Они поют. Но перевод не нужен нам, понятно всем. Живозем кохамче, I love you, это значит люблю. Это значит люблю. Ну что, закончилось путешествие? Что вы, нам надо еще побывать в будущем. Ну вот вы сами наблюдали, как наши сегодняшние недостатки зарождались в далеком прошлом. И те досадные мелочи, мимо которых мы проходим сегодня, в будущем могут вырасти в большие неприятности. А отвечать треба нам, современникам. За что? Ну як же? За рыбу, например. За какую рыбу? За ту самую, которую травят химическими отходами с разных заводов. Да если так будет продолжаться, наши правнуки вообще не будут знать, что такое рыба. А то ще є у нас ловчили, знаєте, що люблять все із заводу нести додому. Да, ну а в будущем они будут настолько сознательны, что будут носить все из своих квартир на завод. Да что-то не верится. От нам і треба на власні очі подивитись на все, що приносить шкоду нашому будущому. Для того, щоб коріння цих перешкод викорчувати сьогодні. Вот теперь мне все понятно. Значить, поїхали. Куда? В 2017 год. Входи, входи. Вот, полюбуйтесь. Передовик производства. Кадровый рабочий. Пойман на проходной с поличным. В
пытался на территорию завода пронести 2 килограмма гвоздей. Які там 2, де там 2 кілограми? 2 жмені і все. Жмені. 2 кілограми. Ты жменю, другой жменю. Ну что у нас на заводе, гвоздей не хватает. Це ж свої домашні гвіздочки з полірованими шляпками. А тебе обязательно с полированными шляпками. Со шляпками? Ну я пішов. Стой! Стою. А ну-ка, сними шляпку. Чию? Свою. Мою? Твою. Оцю? Эту. На. А это что? Кактус. Кактус. Где взял? Виростив. На голове. Дома на вікні Так виростив. вот и держал бы дома на окне. Чего ты его на завод принес? Ну, скільки він місця на заводі займе, такий красивий кактус. Конечно, только ты кактус, а другой фикус, а третий банан. Что будет? Жулі. Выговор тебе будет, а не джунгли. Я тобі клянусь, що я... Ну, я пішов. Стой. Стою. Это что? Халат. Нет, под халатом. Підкладочка. Подкладочка. Вчера была подкладочка из цинка, позавчера из кожи. Сегодня подкладка из облицовочной плитки. Тепер, знаєш, мода кожен день міняється. Мода. Где взял? Відколупав вдома у ванній кімнаті. А на завод зачем принес? Хотів прикрасити курилку. У нас курилка облицована до самого потолка. Білим кафелем заходиш, і, так, як у больницю. Не курить, а вмирать хочеться. Ну? Так я хотів, щоб було біленьке, голубеньке, жовтеньке, голубеньке, веселеньке. Ему, видите ли, не весело. Вот народ с завода, небось, не тащит. Все на завод. Все на завод. А завод не резиновый. Хіба це я для себе? Це я щоб... Где-то... А это что еще за звон такой? Це в мене у вусі дзвонить. Угадаю, уліво чи вправо, а? Уже угадал. А будильник зачем? Робочий день кінчається, і ніхто додому йти не хоче. Так я, щоб нагадати, що пора вже йти додому, це... Я надеюсь, это все. Все. Точно. Точно. А ну, снимай свой халат. Та в халаті ти нічого не знайдеш. Снимай, я тебе знаю. Ты пока весь дом на завод не притащишь, ты же не успокоишься. Дивися, ти нічого не знайдеш. Смотри, чтобы это было в последний раз. И так уже все говорят, что тебя как друга покрываю. Одевайся, иди работать. Іду. Ну это-то зачем? Ну, у нас на заводе отличные инструменты. Вони часто ламаються. Ну, а свои, что не ломаются. Свої, чорт з ними, нехай ламаються, а державний жалко. А ну, раздевай жилет. Холодно. Снимай свои инструменты. Холодно. Целый вагон вещей понатаскал на завод. И... Это еще что? Це у мене цей модний пояс. Зачем? Щоб штани не падали. А что ты так подпоясался, будто бы танцевать собрался? Правильно. Піду я в танцювальний гурток і затанцюю гопачок. Гопаку. Ну, а вальс ты тоже умеешь? Умею. Ну, так вот ты выкручивайся, а мы почитаем. Через нашу проходную... Ну, крутись дальше. Пронесу. И мать родную. Ну, знаешь, вот это тебе даром не пройдет. Мало того, что ты сам все тащишь на завод, так ты еще и других уговариваешь. Такое безобразие развел. Все, под суд. Несправедливо. Тарапунька принесе кактус, фікус, так його вже під суд. А штепсель що завгодно приносить. Какой штепсель, что ты болтаешь? Я про тебе говорю. И что ты собираешься мне пришить? Тобі не пришивають, а вишивають. Это ты о чем? Звідки оця скатерть взялась? Де вона взялась? А я почем знаю, скатерть? Завхоз, наверное, принес эту скатерть. А що це в куточку? А там в углу этот, как его, инвентарный номер. Номер? Да-да. А що тут вишито? Штепсельочку от жени й дочки. Номер? Чи так, чи. Все. Значит так, я вот этого всего твоего не видел. Спасибо. Но и ты этого не читал. Договорились. Знаешь, как теперь с этим строго наказывают? Высшая мера. Выдают 3-месячную зарплату. Без права виходить на роботу. Кошмар! Таким чином, координація гомоглобальних субліментів з синтетичними поліномами абсолютно доказує інтерференцію гомоглобальних субліментів. Ну что же, все верно. Я должен признать, вы отлично подготовились к экзамену. Ну, пожалуйста,
Третий вопрос билета. Дуже важке питання, професор. А что там такое? Що таке риба? Ну это очень интересно. Я вас слушаю. Може, я замість цього розкажу про свою розробку квантової теорії? Не ищите легкого пути в науке. Рассказывайте про рыбу. Риба. Ну, вот так. Будь вона неладна. Что? Я говорю по старовинним пісням, легендам, по мемуарам наших далеких предків. Ми можемо точно сказати, що риба на землі була. Була, професор, риба на землі. И как же она туда попадала? Куди? На землю. Риба? Сіяли. Ну? І потім вона росла. А дальше? А потім жали. Как? Так, що посієш, те й пожнеш. Очень интересно. Значит, вы считаете, что все рыбы росли на земле? Ні, маленькі на землі. А большие на деревьях? Правильно. Молодець, професор. Розбирається в рибах. Тільки що вони там робили на деревах? Хто? Риби. Так это я у вас пытаюсь выяснить. А ви не знаєте? Представьте себе, что нет. Вони висіли. Висели? І сиділи. І лежали. Хто як устроїться. Значит, если я вас правильно понял, вы утверждаете, что рыбы всю свою жизнь проводили на деревьях. Ні, вони так посидять і полетять. Куда? У теплі країни. И как же они туда летели? Клином. Знаєте, курули. Ще й пісня була така, це от. Летять перельотные рыбы В осенней дали голубой. И что они делали в жарких странах? Вони там, значить, загорали. Загорали. Купались. Да неужели купались? Купались. А что, и не тонули в воде? Ні. Не? Ну, бувало, який-небудь там п'яний карась, понімаєш, вип'є півлітри і утоне. Угу. А не п'юща риба не тоне. Не тонет. Так, ну и еще что они там делали? Че? Знаете, это я что-то не разобрал. Розмножалися. Ага, ну и как рыбы размножались? Невдобно при людях. Ну, ничего, вы не стесняйтесь. Ну, вони, значить... Ну, смелее. Ну, значить, молода, так, красива риба, зустрічалася. Встречалась? С кем? З рибом. И что из этого получалось? Ребята. И последний вопрос. А чем же они питались, эти рыбы? Ой, прожорливі тварюки були, все пожирали. Що зустрінуть, те з'їдять. Чи то травиночка, чи билиночка, чи квітиночка. Мишей ловили. Да. Ну что же, они, может, ловили мышей, а вот вы поймали единицу. Стыдно, коллега. Дуже важке питання, професор. Де вона була риба? Яка вона була риба? Ви її бачили, эту рибу? А я ее и не мог видеть. Ну так что ж вы хотите? Это благодаря воспоминаниям предков я написал на эту тему диссертацию. Мне удалось восстановить внешний вид рыбы. Вот я вам ее сейчас и покажу. Рыбу? Да. Вот какая она была рыба. І ви певні, що це риба? Ну, а как же? Конечно, рыба. А вы что думаете? Це не риба, професор. Я точно знаю. Я тільки забув, як воно називалося. То жив такий, знаєте, з клешнями. З клешнями. Вусатий. Рибкин брат. Это какой же это такой Рыбкин брат? Рак. Ай, да ну что вы. Ну, какой же это... Склероз перевернул. Вот, ну, конечно, рыба. А якщо це риба, так як же вона називається? Это горбуша, батенька. Горбуша. Мы смогли в 5 лет
вместе с вами побывать. Хоть трудна была дорога, будь готовы мы опять. Расстояние не помеха, Непогода не біда. потому что ради смеха. На колесах мы всегда. Поехали, поехали, поехали. Дорога позовет, и сердце запоет. Поехали, поехали, поехали. Никто не отстает, давайте полный ход. Поехали, поехали, поехали вперед. Дорогие товарищи, вы смотрели фильм «От и до», производство киностудии имени Довженко. Наша передача окончена. Минуточку. Хвилиночку. Мы ответили на все ваши вопросы А ви можете сказати 2 слова? о нашем путешествии. 2, а можно 5? Пожалуйста. Будь ласка. Спасибо. Щиро дякую. Здоровенькі були.